Здравствуйте, друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию белорусскую народную сказку «Легкий хлеб». В этой сказке много устаревших слов, которые в современной речи не употребляются. Также здесь есть много редких слов, к которым я подобрала наиболее употребляемые слова, синонимы. Таким образом, у меня получился адаптированный текст, то есть более понятный вам и легкий. И если вы сравните текст в книге и адаптированный текст, то найдете синонимы и устаревшие слова. Надеюсь, для вас это будет интересно и полезно. Легкий хлеб. Сказка. Косил косец траву на лугу, устал и сел под кустом отдохнуть. Достал мешочек, развязал и начал хлеб есть. Выходит из лесу голодный волк. Видит, под кустом косец сидит и ест что-то. Волк подошел к нему и спрашивает: «Ты что ешь, человек?» «Хлеб», — отвечает косец. «А он вкусный?» «Очень вкусный». «Дай мне попробовать». «Что ж, попробуй». Отломил косец кусок хлеба и дал волку. Понравился волку хлеб, он и говорит: «Хотел бы я каждый день хлеб есть, но где мне его брать? Посоветуй, человек». «Хорошо», — говорит косец, «научу тебя, где и как хлеб доставать». И начал он волка учить. Сначала надо землю вспахать. Тогда и хлеб будет. Нет, брат, подожди. Потом надо землю разрыхлить. И можно есть хлеб, обрадовался волк. Что ты? Подожди. Сначала надо рожь посеять. Тогда и хлеб будет, облизнулся волк. Нет еще, подожди, пока рожь взойдет, холодную зиму перезимует, весной вырастет, потом зацветет, потом начнет колоситься, потом зреть. Ох, вздохнул волк, долго же, однако, надо ждать, но уж тогда я наемся хлеба. «Что ты?» – перебил его косец. «Рано еще. Сначала надо спелую рожь сжать, потом в снопы связать, снопы в копны поставить. Ветер их продует, солнце просушит, тогда вези на мельницу». «И буду хлеб есть». Какой нетерпеливый! Надо сначала снопы обмолотить, зерно в мешки пересыпать, мешки на мельницу отвезти и муки намолоть. И все? Нет, не все. Надо муку в миске замесить и ждать, пока тесто поднимется. Потом тесто в горячую печь поставить. И испечется хлеб? Да, испечется хлеб. Вот тогда ты и наешься его, закончил косец. Задумался волк, почесал лапой затылок и говорит: «Нет, эта работа очень долгая и тяжелая. Лучше посоветуй мне, человек, как полегче еду доставать». «Ну что ж, — говорит косец, — если не хочешь тяжелый хлеб есть, поешь легкого. Иди на поле, там конь пасется».
Пришел волк на поле. Увидел коня. «Конь, конь, я тебя съем!» «Что ж, — говорит конь, — ешь, только сначала сними с моих ног подковы, чтобы ты зубы не поломал». «И то правда, — согласился волк. Нагнулся он подковы снять, а конь как ударит его копытом в зубы. Перекувыркнулся волк и бежать. Прибежал к реке, видит, на берегу гуси пасутся. «А не съесть ли мне их?» — думает. Потом говорит: «Гуси, гуси, я вас съем». «Что ж, — отвечают гуси, — ешь, но сначала окажи нам перед смертью одну услугу». «Какую?» «Спой нам, а мы послушаем». «Это можно, я отлично пою». Сел волк на кочку, поднял голову и давай выть. А гуси крыльями хлоп-хлоп поднялись и полетели. Слез волк с кочки, поглядел вслед гусям и пошел ни с чем. Идет и ругает себя последними словами: «Ну и дурак же я! Зачем согласился петь? Ну, теперь любого, кого встречу, съем». Только он так подумал, глядит, идет по дороге старый дед. Волк подбежал к нему: «Дед, дед, я тебя съем». «И зачем так спешить?» — говорит дед. «Давай сначала табак понюхаем». «А он вкусный? Попробуй, узнаешь». «Давай». Достал дед из кармана мешочек с табаком, сам понюхал и волку дал. Волк сделал глубокий вдох и весь мешочек табака вдохнул. А потом, как начал громко чихать, ничего от слез не видит, все чихает. Так чихал около часа, пока весь табак не вычихал. Осмотрелся, а деда уже давно нет. Пошел волк дальше. Идет он, идет, видит, на поле стадо овец пасется, а пастух спит. Выбрал волк в стаде самого лучшего барана, схватил его и говорит: «Баран, баран, я тебя съем». «Что ж, — говорит баран, — такая моя судьба. Но чтобы долго тебе не мучиться и не ломать зубы о мои старые кости, стань лучше вон в том овраге и раскрой рот, а я заберусь на горку, разгонюсь и сам влечу тебе в рот». «Спасибо за совет, — говорит волк, — так мы и сделаем». Стал он во враге, открыл рот и ждет. А баран забрался на горку, разогнался и ударил рогами волка по голове. Так искры из глаз у волка и посыпались. Голова закружилась. Пришел волк в себя, покачал головой и говорит себе: «Съел я его или нет?» А тем временем косец закончил работу и идет домой. Услышал он волчьи слова и говорит: «Съесть-то
не съел, но зато легкого хлеба попробовал.